Есть какие-то вопросы, на которые, может быть, не стоит общаться? Не знаю, каких вопросов. Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня я снова, спустя 4 года, нахожусь в гостях авиакомпании Ижавия, город Ижевск, у генерального директора авиакомпании Синельникова Александра Сергеевича. Добрый день, Михаил. Друзья, если вы давно подписаны на мой канал, то вы видели интервью 4-летней давности. За это время много чего изменилось, поэтому можно обновить информацию об авиакомпании. Ну и так как генеральный директор человек занятой, поэтому умничать не будем, будем по-простому, по-блогерски, на понятном языке разговаривать. И для того, чтобы сэкономить наше дорогое время, особенно генерального директора, все вопросы заранее подготовлены, но, возможно, будут еще какие-то импровизационные вопросы. Так, давайте начнем с такого очень важного вопроса. Сейчас непростая экономическая ситуация вообще в жизни. И во многих сферах, в том числе и в авиакомпаниях. С какими трудностями столкнулась авиакомпания, как она их преодолевает, может быть, что-то удалось оптимизировать, от чего-то отказаться, может быть, наоборот, вы что-то приобрели. И, выражаясь простым, понятным языком, друзья, сейчас на данный момент в этих сложных экономических условиях авиакомпания экономически работает в плюсе все-таки или в минусе? Давайте с конца. Давайте. По-простому, по-блогерски. Да. Да, друзья, снимаем на телефон, поэтому никаких микрофонов, все нормально, ближе к народу. В части экономической ситуации для авиакомпании Ижавия она положительная. Это плод той работы, которая проводилась в течение 4, пятый год уже. То есть это и оптимизация расходной части, это главным образом переход на новый тип воздушного судна, то, что мы давно планировали, но запустить только последние 2 года. И сейчас то, что мы имеем попадание авиакомпании в топ-17 российских перевозчиков. Это прыжок такой очень основательный. Мы сейчас растем порядка 50% с начала года. И, в принципе, мы обеспечиваем сейчас положительную финансовую динамику. То есть мы работаем в плюс. В основном это где-то на 50% это программами субсидирования и поддержки перевозчиков в непростое время. Ну и вторые 50% это наши. Точные цифры пока не скажу, но это сотни миллионов рублей в плюсе. Вот. В части испытаний непростого времени вообще есть такая народная мудрость, это когда никакое испытание для человека не дается, которое он не мог бы превзойти, не мог бы пройти. Поэтому и у нас мы понимаем, что текущая ситуация – это плод того, что мы пережили в предыдущие годы. Самым тяжелым для нас, ну для меня лично, для всей команды был 18-19 год, когда мы вытаскивали перевозчика, что называется, за уши. И сейчас мы себя вполне комфортно чувствуем, хотя на внешнем фоне очень сильно переживаем, что происходит с нашими людьми на Украине и в целом в мире. Сейчас, несмотря на эти сложности, авиакомпании удается обновляться. Расскажите про новые обновления, в частности, новые самолеты. Какие самолеты вы закупили, сколько их вообще, как выглядит авиапарк? Ну, процесс обновления самолетов – это единственный выход из тяжелой ситуации, когда действующий устаревший парк не приносит финансовой выгоды никакой, не приносит ни финансового потока, и он отрицательный по своей направленности. Поэтому мы этот процесс запустили практически сразу. Определенных успехов добились еще в 2019 году, когда начали сотрудничество с другими авиаперевозчиками, которые летали на современных самолетах, вот такие, как у нас сейчас мы используем 737-800. В течение года мы отработали успешно, понравилось. И далее с ростом, так скажем, экономической
силы компании перешли на Boeing 737-800, это в апреле 2021 года. Ну, еще можно, конечно, 2020 год вспомнить. Это год, когда все обнулилось, да? Когда пришел ковид, уже можно так скупую слезу смахнуть, вспоминая этот год. Но на самом деле он здорово нас подготовил. Почему? Потому что это фактически обнуление было потоков. Еще раз про обнуление, что это такое? Это когда потоки перевозок, объемы перевозок упали практически в 20 раз. То есть мы 5% от 100% нормы в течение там, нескольких месяцев всего лишь перевозили и обслуживали. Ну, то есть понятное дело, что это очень непростая ситуация, и вот эта ситуация, она подготовила нас к следующей истории. Мы взяли во-первых, подготовила, а с другой стороны, на фоне того, что все перевозчики упали, и у всех было, у каждого был свой ноль, да, то есть мы со своим нолем оказались вполне котируемой компанией, соответственно, на этом фоне смогли договориться о достаточно хороших условиях по лизингу воздушных судов. Мы взяли первый самолет в апреле 2021 года, запустили, второй самолет взяли в декабре, третий самолет мы взять не успели перед февральскими событиями. И фактически там, 28 февраля мы получили письма от лизингодателей о том, что давайте возвращайте-ка наши самолеты, которые мы вам дали. Хотя еще днем там ранее была ситуация, что вот мы в марте поставим самолет, будьте готовы. Ну, собственно, сейчас мы летаем на самолетах, которые находятся в российском реестре. Сама по себе ситуация, она управляемая и, в принципе, логически она вполне обоснована. То есть, если у нас недружественные страны забирают у нас самолеты, забирают золотовалютные резервы, соответственно, государство приняло решение об удержании самолетов, которые были в лизинге на российской территории, лизинге российских перевозчиков. Очень быстро на уровне правительства были приняты все нормативные акты, которые узаконивают эту ситуацию. То есть был подписан и издан указ президента о запрете экспорта воздушных судов и товаров, которые с ними связаны. Были подписаны постановления о выплате лизинговых платежей в рублях там, на соответствующие счета. Были приняты решения о регистрации имеющихся воздушных судов, их там больше 700 штук, в российском реестре. И вся нормативка связана с тем, чтобы как с поддержанием летной годности и технического обслуживания воздушных судов. И, допустим, если мы первый свой самолет вводили в реестр, свой в сертификат эксплуатанта, у нас это время заняло что-то порядка 45 дней, то вот когда вот это все происходило, нам перерегистрация всех воздушных судов у нас заняла меньше суток. Ну, с подготовкой, наверное, дня 3, потому что готовили документы, но вот непосредственно регистрационные действия 30 суток. Полдня, не 30 суток, а полдня. Ну, соответственно, если так будем работать всегда, то однозначно всегда победим. Друзья, помните, на моем канале был выпуск, спецвыпуск о презентации нового самолета Boeing, вот такого вот. Если вы видели, то вы помните, если вы только что подключились к моему каналу, то посмотрите, нужно обязательно подписаться, нужно обязательно получить уведомления и посмотреть соответствующее видео. Те, кто летал на Яках, сейчас о них вспоминают, наверное, с теплотой и спрашивают, а где же эти самолеты, куда они делись, что с ними стало? Яки нас спасают в различных ситуациях. Первая ситуация – это выполнение чартерных рейсов на севера. У нас наши клиенты – это нефтегазовые компании, это сервисные компании, которые обслуживают именно этот сектор, это вахтовые рабочие, соответственно, как пассажиры, то есть тому, кому мы оказываем услуги. Вторая функция – это резерв поломки Боингов. Там 2, по-моему, раза в году такое бывает, такие ситуации, вот, ну, по факту. И в октябре у нас было выполнено на Москву 9 рейсов на Як-42, когда один из самолетов проходил периодический Си-чек. Сейчас, собственно, вот это роль Як-42.
А сейчас как развивается авиакомпания, то есть где у нее хабы находятся, ну, кроме Ижевска, понятно. Ну, вообще для такой авиакомпании сейчас это у нас порядка 400 тысяч пассажиров. Вот мы уже перевезли в этом году, соответственно, где-то порядка 450 у нас будет к концу года результат. В этом году это за 9 месяцев или... За 10. Да, друзья, сегодня 3 ноября, вот до конца октября включительно. Мгм. И для такой компании смысла открывать несколько хабов, конечно, нет. Поэтому у нас единственный Ижевск хаб, и мы видим себя еще как бы на глубину Ижевска еще достаточно много. Мы можем выполнять рейсов, то есть и мы развиваем этот узел. Мы добавили в этом году значительное количество направлений, но они все равно все еще там на двух пальцах, там на пальцах двух рук вполне можно всех сосчитать. То есть это традиционный рынок Москва. Мгм. То есть мы с ноября начали летать вместо 2 рейсов в сутки 3 рейса. Это рынок Санкт-Петербурга. С прошлого года мы поставили ежедневные рейсы, хотя рейс до этого летал 3 раза в неделю на Яков. Ну, 4 иногда, там самые там пиковые дни. Сейчас он круглогодично летает ежедневно, и более того, там общее количество частот, которое на этом направлении доходит в пике там, до 10 рейсов в неделю. Ну, то есть это по 2 рейса в сутки в отдельные дни. Даже 3, по-моему, у нас было там в августе. Это направление в Сочи. Сочи у нас стало круглогодичным. Количество рейсов в зимний период 3-4. В летний период тоже ежедневный и тоже до 10 частот в неделю. Это для Ижевска это очень хороший объем. Также мы открыли в этом году минеральные воды Махачкалу. Причем Махачкалу мы летаем через Москву. Для чего это делается? Для того, чтобы поддержать достаточно ограниченные потоки с региона, с Ижевска до Махачкалы. Там у нас количество пассажиров не превышает там 40-50, даже самые пиковые даты были. Но остальная емкость уходит на московских пассажиров. Достаточно успешный рейс. Калининград открыли в этом году, и сейчас вот мы выполняем с ноября его по такой же схеме, что и Махачкалу, только через Питер. Соответственно, делают количество, 2 рейса в неделю разорвали санкт-петербургских. Разорвали, что имеется в виду? Это значит, что вылет обратный через несколько часов после прилета в Питер. Самолет летит в Калининград, и вот уже с этими пассажирами из Калининграда возвращается. Вот сейчас, завтра открываем рейс в Екатеринбург. Друзья, внимание. Дослушайте до конца, и вы узнаете ответ на этот вопрос. Давайте оставим его на потом. Давайте, да. Сейчас авиакомпания развивается, и вопрос такой, наверное, кадровый. То есть, требуются ли, например, пилоты, бортпроводники? Если требуются, то какие требования, может быть, предъявляются к ним? Это должны быть готовые специалисты или можете обучить, куда им писать, звонить, приходить? У нас сейчас все кадры, все штатные единицы по пилотам, по бортпроводникам укомплектованы полностью, стоит очередь даже. С 2020 года у нас очень сильно поменялось к нам отношение всей отрасли. Все увидели, что мы достаточно стабильный и надежный перевозчик и работодатель. У нас одни из самых лучших условий по оплате, и, соответственно, мы можем выбирать на рынке лучших. Соответственно, у нас и дисциплина сразу улучшилась, и качество пилотирования, и качество обслуживания. То есть все параметры, которые так ценит пассажир, покупая билет, они все значительно улучшились. Вернемся немножко назад по направлениям, вот, в том числе направление Ижевск, Екатеринбург, о котором мы более подробно скажем в конце. Вот буквально чуть-чуть затронем его. Ну, по сути, это региональное направление. Рассматриваете ли вы, может быть, для региональных рейсов вот такой небольшой продолжительности на несколько сотен километров, может быть, какую-то теоретическую закупку небольших самолетов региональных на 50-70 кресел, там Сиаджет, АТР? Мне кажется, что вот для региональных, друзья, это лично мое мнение, таких самолетов более чем достаточно. Как вы к этому относитесь?
Эксплуатация самолетов меньше 100 кресел, она убыточна. Поэтому я не верю во все эти региональные самолеты, ну, просто как класс. Их возможно использовать при наличии каких-то моментов субсидирования, что сейчас мы видим, используется. При в западных странах перекрестном субсидировании. Это когда большая авиакомпания, типа Люфтганза, субсидирует CityJet, или как он там называется, который развозит пассажиров по маленьким направлениям. Но то, что мы говорим про Екатеринбург, это магистральные направления. Нас здорово помогли предыдущий перевозчик, не буду его по понятным причинам упоминать, раскатал эту трассу, мы увидели, что есть пассажиры, мы проанализировали все их продажи, всю статистику, посмотрели, какие дни, какое время лучше всего ставить. Причем, спасибо, они очень сильно поэкспериментировали с расписанием. Ну, соответственно, нам легко было встать на это направление и загрузиться. Друзья, вы помните, небольшая ремарка еще, на моем канале уже был выпуск этой самой авиакомпании, которую мы не называем. Посмотрите, оцените, и вот скоро снова появится это направление, о котором мы все-таки в конце скажем немного. Продолжает развиваться авиакомпания, аэропорт. Буквально летом, если я правильно помню, наверное, в августе было начато строительство нового терминала. Расскажите о нем буквально там вкратце, когда ожидать пассажирам этого терминала, какой он будет площади, будут ли там телетрапы? Про начало строительства. Это была закладка первого камня 26 августа. На фоне начала выполнения работы, завершения выполнения работ на нулевом цикле. Ну, что это такое? Это котлован, это внутренние коммуникации. К нам приезжал министр транспорта вместе с главой республики. Заложили памятный камень. Сейчас работа продолжается. То есть сейчас идет выбор генподрядчика. В ноябре мы должны передать строительную площадку после того, как мы с этим генподрядчиком согласуем финальную смету, финальное положение договора. По плану у нас стройка заканчивается в марте 2024 года. Ну, соответственно, это строим терминал 10 тысяч квадратных метров, 3 телетрапа, внутренний, международный. По международному сейчас большая работа проводится. В целом позитивно идет, но вот из соображений результативности пока не раскрываю, потому что очень может случиться, что помешает что-то. Поэтому мы двигаемся в этом смысле. Ну, думаю, что через 4 года в следующий приезд сможете насладиться нашим новым терминалом. Может быть, раньше даже. А действующий терминал будет как-то встроен в терминальный комплекс? Аэропорт Ижевск — это 500 тысяч, ну вот сейчас вот по 2021 году 544 тысячи пассажиров. В этом году мы обслужили уже эту сумму. То есть мы уже где-то на 650 в этом году выходим. Это объемы достаточно небольшого регионального аэропорта. То есть это топ-40 аэропортов. И любая инфраструктура, которая она нормальная, она качественная, она может использоваться для нужд компании, естественно, стоит ее беречь и относиться к этому рачительно. Соответственно, этот терминал мы тоже будем использовать. Его назначение пока до конца не определено, но, скорее всего, это размещение служб, это размещение каких-то транзитных зон, вспомогательных каких-то сервисов, ну и так далее. То есть мы его будем сохранять. То, что он будет вписан в новый терминал по технологии, да, естественно, будет. Будем этим заниматься. Так, и, друзья, вот все-таки давайте затронем тот самый рейс, который будет завтра, 4 ноября. Расскажите про этот рейс, когда он будет выполняться, в какие дни и почему выбрано вечернее время туда и обратно. Рейс в Екатеринбург, он во многом состоялся благодаря программам субсидирования развития региональных перевозок, которые федеральное правительство реализует вот уже десятилетия в России. И именно благодаря этой программе у нас появились региональные маршруты в таком количестве. Снижается доля московского направления в объеме перевозок. И, собственно, сейчас, в 2021 году,
региональные направления в целом по России, но и у нас, получается, в Ижевске, они тоже стали таким драйвером роста. Почему в вечернее время, то есть рейс у нас летает, мы начали с самых пиковых дней, это пятница и воскресенье. Это традиционные дни для делового цикла, для семейных пассажиров, для личных поездок, то есть поездки на выходные возможны. И начало, конец недели – это пики делового цикла. Вечернее время выбрано по двум причинам. Первое, у нас достаточно интенсивное использование парка. И, соответственно, мы смогли вписать его только вот в вылет из Ижевска 21 час, прилет в Екатеринбург 23, 23:50 вылет из Екатеринбурга и 23:50 уже прилет в Ижевск. То есть такой трехчасовой оборот воздушного судна. Мы анализировали статистику, достаточно у нас сильные маркетологи, поэтому, собственно, рейс вот летает по тому расписанию, которое есть. Возможно ли увеличение? Возможно, если рейс будет успешным, соответственно, мы будем увеличивать частоты. Вообще мы, в принципе, видим Екатеринбург как ежедневное направление. Да, друзья, тут я дополню, между Екатеринбургом и Ижевском разница в 1 час, то есть в 21 час вы вылетаете, плюс 1 час, итого получается 23 часа. Обратно из Екатеринбурга в Ижевск вы вылетаете в 23:50 и прилетаете тоже в 23:50, это уже будет минус 1 час. Вот так вот. Загадочно, да, такое время. Ну, еще скажу про Екатеринбург, то что по дороге порядка 700 километров, там чуть меньше 700 ехать на машине, больше 13 часов идет поезд. Это неудобно для пассажиров, получается очень много времени тратится в дороге. Всего 1 час на самолете, он фактически с запасом окупает все расходы, связанные вот с таким нерачительным использованием времени. Так, и стоимость билетов по этому направлению, если я правильно помню, от 999 рублей. Ну да, мы стартовали с такой суммой. Естественно, средний продаваемый тариф, он где-то по 2000 будет, а реально, ну, я думаю, что мы по 3-3,5 видим. Ну, посмотрим по спросу. Угу. Так, друзья, сейчас уже скоро зима на носу. Вот снег выпал сегодня, 3 ноября, неожиданно. Я выезжал из Екатеринбурга, была еще плюсовая температура, сейчас снег выпал. Наверное, в Екатеринбурге тоже, поэтому зима. На зимние праздники можете как-то порадовать ваших пассажиров дополнительными рейсами, например, в Москву, Санкт-Петербург? Но у нас уже все в расписании, то есть мы все частоты, которые увеличивают от, так скажем, вот от праздничного про новогодние же праздники, да, идет речь. То есть мы уже эти рейсы составили таким образом и выложили в расписание, чтобы там было увеличенное количество провозных емкостей, чтобы максимально удовлетворить спрос, который неминуемо он возникает в эти дни. То есть на Новый год спрос есть всегда. Ну, это, скажем так, рыночный закон, да? Поэтому, друзья, вот прямо сейчас садитесь за компьютер, начинайте там искать билеты, покупайте, пока они еще доступны и там подешевле, так скажем. Ну, вот, кстати говоря, вот 4 ноября это День народного единства, это тоже такие мини-праздники. То есть мини я имею в виду по количеству дней, а не по значению. И вот обратный рейс из Екатеринбурга 6 ноября уже билеты, к сожалению, все проданы. Или к счастью. К сожалению, для тех, кто не успел купить. Да, вот я как раз хотел, друзья, по этому направлению спросить, если у вас статистика, аналитика там, на какую-то глубину продаж, то есть насколько этот рейс уже в Екатеринбурге обратно востребован. Ну, если говорить про существующую занятость кресел вот на ближайшие 2 рейса, то это там больше под 90% уже. То есть у нас, в принципе, 100, я сейчас не буду даже там этого скрывать, то есть порядка 180 пассажиров у нас уже на завтра. Было 175 еще вчера, то есть идет активные продажи непосредственно перед рейсом. Обратно там больше 120, и на воскресенье 160 и 185 уже обратно. Друзья, ну вот спрос есть, он, я так понимаю, даже от праздников не зависит, то есть люди летают по своим делам, поэтому вы тоже смотрите, присматривайтесь к этому направлению, выбирайте для себя, что вам лучше, РЖД или прямой рейс в течение часа Ижевия. Я еще добавлю то, что
Ижевск – это оружейная столица, соответственно, в такое непростое время оружие, оно наоборот становится более востребованным. Наши заводы внутри… Да, это к вопросу о том, как генеральный директор может привлечь пассажиров в Ижевск. Вот, пожалуйста. Ну, я сам варяг здесь, то есть и для меня Ижевск, он, такая оказалась темная лошадка, то есть не было понятно до конца, что это такое. Вот когда только приехал, понял. То есть Ижевск – это оружейная столица, это оружейные заводы, Калашников главным образом, 90% всего стрелкового оружия здесь выпускается. То есть сюда к нам люди приезжают просто за тем, чтобы купить винтовку, там, пистолет, в общем, охотничье ружье. Значит, у нас очень красивая природа, есть охота, у нас есть уникальный термальный курорт, здесь Ижевские термы. Он очень сильно пользуется спросом не только в самом Ижевске, причем больше даже не в Ижевске, а вот в близлежащих городах, крупные миллионники сюда приезжают, люди на машинах. Соответственно, мы сейчас получаем в процессе получения туристическую лицензию на туроператора, формируем турпакеты, чтобы люди могли прилетать на выходной. То есть это и походить по музеям, пострелять из оружия, производимого в Ижевске, посетить курорты, потусоваться, что называется, посмотреть, что такое Ижевск, что такое Удмуртия. Соответственно. Да, ну и попробовать ваши перепечи, конечно. Это, друзья, очень вкусно, поэтому планируйте тур выходного дня, хотя бы перепечь и поесть, точно время зря не потеряйте. Наверное, основные вопросы мы обсудили на сегодня. Я благодарю Александра Сергеевича за очень увлекательное, обстоятельное интервью. Пишите ваши комментарии, постараюсь на них ответить. Если не смогу, то адресую, наверное, вопросы авиакомпании, уже от лица авиакомпании, ретранслирую их под это видео. Всем спасибо, всем хорошего дня, пока. Всего доброго, друзья.